У многих возникает вполне закономерный вопрос. Если простейшие индикаторы действительно дают прибыль, то почему все так не торгуют? Почему не загрузить все паттерны в искусственный интеллект, нажать кнопку и жить счастливо? Вопрос хороший, и ответ на него далеко не очевиден. Сегодня мы с вами подробно разберем, почему рынок не так прост, как кажется, и почему чудесной кнопки бабло пока что не существует. Всем привет! С вами снова Евгений. Начнем с важного момента. Когда вы видите, как какой-то бот или стратегия показывает на истории колоссальные результаты, например, тысячи пунктов прибыли или генетическая оптимизация рисует доходность сотни процентов, это совсем не значит, что та же самая система будет зарабатывать завтра. И причина проста. Рынок постоянно меняется. То, что прекрасно работало на истории, может полностью провалиться в будущем. Особенно это касается простых ботов, которые и я тоже показывал у себя на канале. Они неплохо работают на трендовом рынке, когда движение выражено и есть импульсы. Но Форекс в целом это куда более хаотичная среда. Я не просто так показываю, что, например, с января 2020 года по октябрь 2021 у нас активный рост баланса, а потом боковик на 1,5 года. Таков рынок. В это время наш робот должен работать совсем по другому принципу. Да, бывают периоды бурного роста или падения, которые могут длиться год или даже два. Например, в 2020 году на фоне пандемии валютные пары доллар-иена или евро-доллар давали мощные тренды, и трендовые роботы зарабатывали действительно хорошо. Но затем застой. В 2021 году евро-доллар стоял в коридоре около 12%, шириной почти 1,5 года. И что мы получаем? Все трендовые стратегии начинают пилить депозит. Где-то они держат его около нуля, где-то дают минимальный профит, а иногда и вовсе загоняют счет в минус. Эта особенность подтверждается и статистикой. Согласно исследованию Bank for International Settlements, дневной оборот на рынке Форекс в 2022 году превысил 7,5 триллионов долларов. Но при этом около 60% времени валютные пары находятся в боковике, и только 30-35% занимают ярко выраженные тренды. А значит, простые индикаторы, которые красиво смотрелись на истории, превращаются в источник убытков на практике. Представьте себе трейдера, который в 2020 году запустил советник на трендовом рынке. За полгода он удвоил депозит, и вдохновленный он оставляет его работать дальше. Но рынок меняется, наступает флэт, и за следующий год та же система сливает половину счета. Логика та же, код тот же, но результат диаметрально противоположный. Это реальность, с которой сталкивались многие, и она отлично показывает. Рынок не обязан подстраиваться под наши ожидания. Трендовые подходы вроде пересечения скользящих средних или пробоев уровней очень красивы на графике. Но в боковике они начинают срабатывать туда-сюда, то на покупку, то на продажу, постоянно выбивая стопы. Поэтому профессионалы используют другой класс стратегий – диапазонные или контртрендовые. Здесь в ход идут инструменты, которые многие из вас уже знают. Это Bollinger Bands или Keltner Channels. В боковике от нижней границы можно брать покупки, от верхней продажи. И тут не все так просто. Если ширина канала резко расширяется, значит рынок выходит из флета. И такая логика уже не работает. В исследованиях начала 2000-х, например, работы Шеферда по тестированию полос Боллинджера, показано, что стандартные настройки — это 20-периодная SMA плюс 2 стандартных отклонения. Сами по себе не дают статистического преимущества, но если использовать их в комбинации с фильтрами, например, той же скользящей средней, то результаты становятся заметно лучше и стабильнее. Другой инструмент — осцилляторы. Это RSI, Stochastic, и в диапазоне они раскрываются максимально. Когда RSI падает ниже 30, можно искать покупки, когда поднимается выше 70 — продажи. Точно так же со стохастиком: перепроданность ниже 20, перекупленность выше 80. На тренде такие сигналы опасны, но во флете они работают именно так, как это задумано. Причем если добавить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, то точность значительно возрастает. Третий блок — это Price Action. Многие считают его слишком субъективным, но если посмотреть на отчеты крупнейших фондов, включая Bridgewater Associates, то видно, анализ уровней – обязательная часть их алгоритмов. Простая торговля от локальных уровней в боковике часто работает лучше любых индикаторов. Двойная вершина, двойное дно, свечные паттерны внутри диапазона – это классика, которая не устаревает.
Есть и более агрессивные подходы, такие как range scalping. На таймфреймах вроде 5 или 15 минут трейдеры берут всего по 5 или 15 пунктов прибыли с коротких движений. Сделок становится очень много, но при грамотном управлении рисками стратегия может давать стабильный плюс во флете. Отдельная категория – это mean reversion – возврат к среднему. Здесь логика простая. В боковике цена стремится вернуться к центру диапазона. Этот центр можно задавать через простую SMA или EMA. Когда цена уходит слишком далеко, открывается сделка на возврат. Кстати, многие хедж-фонды используют именно этот принцип в своих арбитражных моделях. Есть и сеточные стратегии, и самая простая версия грида – это ордера на покупку и продажу с фиксированным шагом внутри диапазона. Они приносят прибыль в боковике, но при выходе в тренд становятся крайне опасными. Поэтому ими пользуются осторожно и всегда с оговоркой на риск-менеджмент. Как определить, когда рынок во флете, а когда в тренде? Один из самых надежных фильтров – это ATR – Average to Range. Когда он снижается, это признак снижения волатильности и вероятного флета. В этот момент диапазонные стратегии актуальны. Когда ATR растет, значит начинается тренд, и пора переходить на другие методы. Но здесь важно подчеркнуть, ни один индикатор в чистом виде не является стратегией. Тот же Ишимоку в боковике бесполезен. Индикаторы Билла Уильямса можно применять, но только в комбинациях. Поэтому надежная система всегда строится на нескольких условиях. Иногда это выглядит как голосование. Из 4 фильтров 2 говорят «да», значит входим. И вот здесь в игру вступает машинное обучение. Оно действительно позволяет лучше фильтровать боковики, сокращает количество ложных входов и повышает результативность. Например, исследования показали, что добавление машинного обучения к классическим стратегиям может повысить итоговую доходность на 8-12%. Но обратите внимание, это не превращает систему в печатный станок. Никто не делает по 10 тысяч процентов годовых на серьезных рынках. И вот тут мы подходим к еще одному важному заблуждению. Многие думают, раз есть кредитное плечо 1 к 100 или даже 1 к 500, значит можно легко зарабатывать сотни процентов в год. Но в реальности все совсем иначе. Плечо – это не кнопка сверхприбыли, это инструмент, который позволяет трейдеру с маленьким депозитом контролировать более крупную позицию, сохраняя при этом риск-менеджмент. Здесь важно понимать разницу между системным подходом и агрессивной торговлей. Крупнейшие хедж-фонды и управляющие компании ориентируются на доходность в диапазоне от 10 до 25% годовых. Именно столько показывают стратегии, прошедшие годы тестов и выдержавшие разные рыночные циклы. Barclay Hedge и HFA подтверждают, даже самые сильные фонды редко выходят за эти рамки. Почему так? Потому что для миллиардных капиталов главная цель – это не сорвать куш, а стабильно приумножать средства с минимальными просадками. При этом есть и другой сегмент рынка. В акциях на алгоритмах меньшего масштаба или в более агрессивных моделях доходность может достигать 30, 50 и даже 100% годовых. Такие стратегии вполне жизнеспособны, и многие трейдеры действительно работают в этом режиме. Но нужно понимать, высокая доходность всегда идет рука об руку с высокими рисками. Один год можно показать плюс 70%, а следующий закончить минус 40%. И брокеры это прекрасно знают. Поэтому в своих презентациях они часто предлагают несколько вариантов. Консервативные 10-25%, умеренные 30-50% и агрессивные до 100 и даже больше. Я это на себе испытал. В начале своего пути я начинал с депозитов $5000, конечно, не по сегодняшнему курсу. Торговля была очень агрессивной, плечо 1 к 200, заходил на весь депозит и буквально за пару месяцев разогнал счет до $20 000. Казалось бы, вот оно счастье, но потом я все успешно слил. Причем причин было несколько. Во-первых, чисто психологический момент. Тяжело воспринимать неверно открытую позицию. Ну и тем более вовремя ее закрыть. Я тянул до последнего, и в итоге убытки только накапливались. Во-вторых, я послушал советника, которому доверял и не перепроверил ситуацию. Открыл позицию, а уже после начал анализировать. И увидел, что все паттерны говорят против моего входа. Но решил, он же опытнее, наверное, знает лучше. В итоге полный слив, и тут винить кроме себя некого. Именно я не перепроверил. Этот опыт отлично показал. Да, плечо действительно дает преимущество.
Оно позволяет разгонять депозит и брать сделки, которые в обычном режиме были бы недоступны. Но одновременно оно превращается в источник огромного риска, если не контролировать каждую позицию и не соблюдать дисциплину. Поэтому главный вывод здесь такой. Реальная торговля – это баланс. Простые индикаторы и роботы – это отличная база для обучения. Но долгосрочный результат строится на комбинации стратегий, фильтрации сигналов, управлении рисками и понимании психологии. А доходность 10-25% годовых – это вполне себе реалистичная планка, которую показывают профессионалы на дистанции. Более высокие результаты тоже возможны, но они сопряжены с большей волатильностью и требуют готовности переживать крупные просадки. И тут важно подчеркнуть, агрессивные стратегии тоже имеют свое место. Иногда они нужны, например, чтобы быстро разогнать небольшой счет. Но далеко не каждому подходит такой путь. Он требует стальных нервов и готовности потерять депозит. Рынок – это не кнопка «сорвать куш». Это скорее шахматная партия длиной в годы, где выигрывает тот, кто выдержал всю дистанцию. Если это видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите в комментариях, какие стратегии вам интересны для разбора. Увидимся!